Ну что, господа гоминиды, я хочу всех нас сегодня поздравить. Мы прошли очень долгий путь от обезьяны, которая слезла с дерева, потому что на дереве закончились бананы, до обезьяны, которая сидит в офисе, пьет растворимый кофе и мечтает, чтобы закончился понедельник. 200 тысяч лет эволюции, 100 миллиардов человек, пришедших и ушедших неизвестно куда, и 10 тысяч цивилизаций, каждая из которых считала себя венцом нашего творения. И к чему мы, собственно говоря, все пришли? А мы пришли к тому, что рабовладельческий строй – это когда ты принадлежишь хозяину, и он тебя кормит, чтобы ты работал. А капиталистический строй – это когда ты сам себе хозяин, и ты работаешь, потому что тебя никто не кормит. Прогресс. Прогресс, товарищи. Чистая вода, правда, не из-под крана, а в магазине. Высокие технологии. И, правда, все время быстро устаревают и ломаются. И нейросети. Правда, с ограниченной цензурой. Раньше раба приковывали цепью к веслу. А теперь работника приковывают ипотекой к офисному креслу. Раньше говорили «хлеба и зрелищ, товарищи», а теперь говорят «оформи подписку, кэшбэк на капусту недорого, всего 3%». Раньше мы умирали от чумы, а теперь мы умираем от того, что не можем позволить себе стоматолога. И ходим почти все беззубые. Но зато мы высокотехнологичная цивилизация. Звучит красиво. Так что же это такое? Цивилизация? Цивилизация – это когда люди живут не в пещерах, а в бетонных коробках и платят за ипотеку, где-то 30 лет. Цивилизация – это когда вода течет из-под крана, но ты боишься ее пить. Цивилизация – это когда еда лежит в супермаркете, в широком доступе и с большим просто выбором, но ты не знаешь, из чего она, собственно говоря, сделана. Цивилизация – это когда у тебя есть паспорт, но нет родины. Есть страна, но она почему-то, как-то не очень нас всех любит. Цивилизация – это когда твоя бабушка не понимает, как работает интернет. Но интернет отлично понимает, где живет твоя бабушка, чем болеет и сколько у нее накоплений. Цивилизация – это когда рабство отменили, но ты все равно почему-то встаешь в 6 утра, потому что ты боишься своего начальника, и тебе срочно нужно на работу. Раньше люди бегали по саванне, ели корешки, боялись саблезубых тигров, а женщины собирали ягоды. Мужчины – мамонтов, но денег не было. Не было государства, и соседей тоже не было. Зато были мамонты. И главный вопрос эпохи звучал так. Где взять мясо? А потом появились египтяне, греки, римляне, появились пирамиды, философия, демократия и водопровод с канализацией вместе. А еще появились рабы. Раб – это человек, у которого нет денег, нет паспорта, нет прав, нет будущего. Зато есть хозяин. И хозяин говорит: ты будешь строить пирамиды. Бесплатно. Иначе лев. И рабы строили. Строили Рим, Колизей. Рабы строили цивилизацию, а потом рабы все устали. И Рим пал. И главный вопрос эпохи звучал так. Чей ты, собственно говоря, раб? Ты чей, чувак? Ой.
А потом появились короли, цари, рыцари, замки и крепостные крестьяне. И крестьянин работал на феодала. Феодал воевал за короля, а король грабил соседа. И все были при деле. Ну а чё, телевизора-то не было. Денег было все еще мало. Зато было много Бога. И церковь всем рассказывала сказки. Терпи, сынок, терпи. На том свете ты обязательно получишь компенсацию. И все терпели. Крестьянин терпел, рыцарь терпел, король тоже терпел, потому что у него подагра. И главный вопрос Тохи звучал так. Кому ты должен, собственно говоря, десятину, а кому оброк? А потом к нам, уважаемые, пришел прогресс. Появились заводы, паровозы, телеграф, биржи. Появились миллионеры и нищие. Миллионеры едят устриц, а нищие едят хлеб с водой. Миллионеры говорят, если ты бедный, это потому что ты плохо работаешь или потому что ты вообще просто ленивый. А нищие молчат, не отвечают, потому что у них просто нету на это сил. Потом появились профсоюзы, потом появились пенсии, а потом пришли выходные. И вдруг оказалось, что завод можно перенести в Азию, а всех рабочих уволить к чертовой матери. Капитализм, детка, это когда у тебя шанс стать миллионером. Шанс для всех. Счастливая мечта идиота. Но статистически ты станешь клиентом микрозаймов. И главный вопрос эпохи звучит так. Сколько ты стоишь на рынке труда и кому бы продаться? И вот появился интернет. Появились нейросети, появился цифровой концлагерь с подпиской на Netflix и доставкой суши на дом. И теперь у тебя, якобы нет хозяина. Теперь у тебя есть алгоритм. И алгоритм точно знает, что ты ешь, где ты спишь, с кем ты изменяешь жене и на каком сайте ты смотрел порнуху в 3 часа ночи. И алгоритм дает тебе кредит. Алгоритм отключает тебе кредит. Алгоритм решает. Алгоритм решает все. Жить тебе или не жить. И он тебе при этом не говорит прямо. Он просто повышает ставку по ипотеке. Или блокирует тебе счет в банке. А потом к тебе приходят приставы. И главный вопрос эпохи звучит так. Куда мы, собственно говоря, идем, товарищи? Ой. А никто не знает. Раньше у человечества была карта. Мы знали сначала рабство, потом феодализм, потом капитализм, потом социализм, а потом светлое будущее, коммунизм. Как всем обещали. И мы все шли по этой карте, как по компасу. А потом компас сломался. И капитализм не умер. Он превратился в желе. Социализм не победил. Он превратился в Китай. А коммунизм все никак до сих пор не наступит. И, скорее всего, не наступит никогда. Он превратился просто в мем. А мы стоим на перекрестке и чешем свой затылок. Налево цифровой феодализм. У тебя нет земли, нет своего дома, но зато есть аккаунт. У тебя нет оружия, но есть двухфакторная аутентификация. И ты не крепостной, нет, ты не раб. Ты просто пользователь. Направо
а направо зеленый социализм. Ветряки, электромобили, запрет пластика. И мы спасаем планету. Ну, ценой, собственно говоря, кошелька. Даешь 10 евро за килограмм помидоров, лишь бы панда не умерла. Смотрим прямо, а прямо технофеодализм. Илон Маск запускает ракеты в космос, Билл Гейтс пьет воду из канализации, а Марк Цукерберг живет в метавселенной, где у него есть волосы. А ты сидишь такой в своем кресле, смотришь на свой смартфон и понимаешь, что твой телефон умнее тебя. Назад, ребята, никак нельзя. Потому что история – это дорога с односторонним движением. Мамонтов больше нет. А в новостях все время жара. Там война, преступность, там катаклизмы, там потопы. Нью-Йорк уйдет под воду, Венеция уйдет под воду. И твоя дача в Ленинградской области тоже уйдет под воду. Потому что всегда было, сыро. На планете вообще всегда сыро, идут дожди. Но теперь официально. Прогноз погоды, понимаешь ли. И ученые нам говорят, у нас есть 10 лет. Политики говорят, у нас есть выборы. А бизнесмены говорят, у нас есть акционеры. А ты такой сидишь, опять чешешь затылок и думаешь, а что есть, собственно говоря, у меня? А у меня есть рассрочка и подписка на Netflix. Мы горим. Мы тонем, мы задыхаемся от смога, но мы продолжаем покупать айфоны. Потому что в новом айфоне камера лучшая. Это и есть прогресс. Настоящий прогресс, к которому мы все так долго шли. Не громкий, не красивый, без взрывов, без зомби. Ты смотришь и просто постепенно осознаешь, что будущего не будет никогда. Потому что тебе все равно платить за ипотеку. И все мы хотим. Мы мечтаем, что завтра будет немножечко лучше, чем сегодня. Чтоб дети не болели, чтоб начальник не орал на работе, чтобы пенсия была, не в 70, а хотя бы в 65. Чтоб пожить можно было, а не сразу в Макинтош. А еще хочется, чтоб котики и собачки жили чуть-чуть дольше. Мы мечтаем о том, о чем мечтали всегда. О спокойствии, о сытости, о смысле жизни, о счастье, о любви. Да, а раньше мы мечтали о ракетах на Марсе. Хотели строить города на Луне. А теперь мы мечтаем не умереть в очереди в поликлинике. Ой, караул. Раньше мы мечтали о коммунизме. А теперь мы мечтаем о своем угле в офисе. Раньше мы мечтали о вечной жизни, а теперь мы мечтаем о выходных и о пиве. Мы стали скромнее. Товарищи. То ли нас укротили, то ли нас всех жестко обманули, то ли мы приручили себя сами. Так что же мы имеем в итоге? А мы имеем интернет, в котором все есть, но ты не знаешь, чему, собственно говоря, верить. Деньги, которые завтра могут обесцениться. Да и черт с ними, их все равно нет.
квартиру, за которую будем платить до 60 лет, ну, если доживем. Работу, которую могут отдать уже на днях нейросети или роботам. Здоровье, которое, кстати, за деньги не купить. Ну, если ты, конечно, не олигарх. Страну, которая печатает законы, повышает налоги и при этом ни у кого ничего не спрашивает. Планету, которая устала нас всех терпеть. Ай, в общем, мы имеем все. Абсолютно все. И одновременно мы не имеем ничего. Потому что иметь – это не про владеть. Иметь – это про то, что чувствовать. Про то, что ощущать. А мы чувствуем все, что мы дико устали. Что же делать дальше? Вот главный вопрос. Вот тот самый вопрос, который задает себе каждый человек, проснувшись в 6 утра в понедельник. Что делать? Где брать бабки? Хотя есть и другие варианты. Вариант первый – бунт. Выйти на площадь с транспарантами, кричать, требовать. И, кстати, это хороший план. Красивый такой, героический. Но на площади холодно. Полиция с дубинками. А дома горячий чай. И пусть к нему нет никаких плюшек и пряников, но зато он горячий. Вариант второй. Побег. Бежать. Уехать куда-нибудь в деревню, в другую страну или в метавселенную к Цукербергу и начать все с нуля. Посадить дерево, выучить новый язык. Но деревья растут медленно. А кредит нужно было заплатить еще вчера. Вариант третий. Все принять. Смириться, так сказать, и принять таким, как есть. И работать. Героически работать на дядю Васю. И терпеть. Терпеть, ждать. Ждать, пока все само рассосется. Пока начальник уволится, пока президент сменится, пока климат нормализуется. И пока смерть не разлучит нас с этой прекраснейшей реальностью дурдома. И есть самый рациональный. Это четвертый вариант. Смеяться. Смеяться и шутить. Пародировать. Превратить ужас и цирк абсурда в анекдот. Превратить страх в мем. Превратить безнадежность в повод для стендапа. И знаете, что выбираю я? Я выбираю четвертый вариант. Потому что первый, какой-то опасный. Второй очень дорогой. Третий скучный. А смеяться, дорогие мои, это бесплатно. Смеяться это безопасно. И смеяться это то единственное, что у нас пока еще не отняли на законодательном уровне. Так куда мы, собственно говоря, идем, товарищи? А мы идем в никуда. Мы идем туда, причем всем человечеством. Мы идем туда с комфортом, с доставкой на дом, с подпиской на онлайн-кинотеатр. И мы не остановим глобальное потепление. Мы не построим новый коммунизм, потому что старого не было.
Мы не полетим к звездам, потому что Земля, скорее всего, плоская, а мы все накрыты куполом, куполом идиотизма. Но зато мы все будем смеяться. Предположительно, потому что смеются уже далеко не все. Ну а смех – это единственный способ не заплакать. Знаете, чем человек отличается от обезьяны? Обезьяна, она не знает, что она умрет. А человек это знает точно. А еще он знает, что жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на ерунду и идиотизм. И все равно при этом человек встает по утрам, все равно платит налоги, все равно заводит кота, который сыт в тапке, и надеется. Надеется на лучшее будущее. И в этом наше величие, в этом наша трагедия. И в этом наша вся цивилизация, Homo sapiens, так сказать, разумные люди. 200 тысяч лет эволюции, от палки-копалки до нейросети, которые пишет стихи хуже, чем твой сосед-алкоголик, от пещеры до умного дома, который сам вызывает электрика, а ты не знаешь, как при этом открыть дверь без приложения. От шамана до политтехнолога, от жертвоприношения до пожертвования в криптовалюте, от рая до ипотеки. Мы прошли долгий и большой путь, и мы все устали. Мы хотим домой, но домой нельзя. Там мамонты кончились. Ой, да, цивилизация, господа. Ой, наша бессмысленная, медленная, смешная, героическая, глупая, великая цивилизация. А завтра, дорогие мои, будет новый день. И мы снова встанем, снова пойдем, потому что идти нам, собственно говоря, некуда. Но пойдем все равно, потому что стоять холодно. Ой, караул. Ставь лайк, кстати, если понравился. Или подписывайся, потому что дальше будет только интересней.